Девчонки и мальчишки, привет! Знаете, у нас тут катасетумное морковное царство. Здесь у нас морковочки растут. И вот мы в очередной раз вместе с вами, я вас приглашаю, заглянем, что ж тут происходит. Вот начнем с этого красавца. Это у нас а, тигринум. Это один из последних представителей морковных. Жорочка тоже пришел посмотреть на морковочки. Здесь у него пока, ребят, тишина. Он приехал ко мне, по-моему, осенью. Это уценка. Ну вот так вот на сегодняшний день он выглядит. Ничего не растит. Бульба вот у него вот так вот сгромоздилась на старые бульбы. Пока что вот ни ростов новых, ну, конечно же, не цветения, потому что он слишком мал. Так, теперь у меня вот здесь вот такая вот красота с новым ростом. Это у меня клавесетум Jumbo Glory Pink. 7-й месяц 25-го года ко мне пожаловал. По-моему, тоже уценочный вариант. И, по-моему, они вдвоем, не, или тигринум приехал спецрейсом. Уже я не помню, не подписала. Ну, в общем-то, здесь тоже такая же картина, что бульба висит в воздухе. Я не стала тут ничего менять. Ну и вот видите, вторая бульба растет. Не вторая, уже четвертая, да? Четвертая бульба растет, новенькая, уже в моих условиях. Вот у нее даже появляются новые корешки. Новые корешки. Это симпатично очень выглядит. Но пока что это вот в таком состоянии все находится. Хочется вот снять для истории. Так, здесь вот у нас была недавно пересадка. Я вам показывала пиелатум, как пересаживала. Но здесь среди этих морковок его нет. Название морковки это такое народное название. Это катасетумная группа. Морковки это так, в быту. Кто возмутится, не поймет. Здесь у нас вообще странные вещи творятся. Вот тут какая-то маленькая бульбочка, от которой что-то там непонятное растет. Видите, листики. Непонятно еще что. Но приехал с этой маленькой бульбочкой, она так и стоит там, не развивается. Но по приезду... кто же это? Это катасетум Луис Кларк. Тоже 7-й месяц 25-го года. Вот они вместе приехали. И тоже, по-моему, была уценка. И вот сейчас на весну вышел новый рост. И этот рост весь в корнях. Вот такой красавчик. Корни идут в разные стороны. В общем, делает, что хочет. В общем-то, пересажен мною аккуратно перевалкой. Дело в том, что пока не поливается, не было ему уже места в маленьком горшочке, он уже вываливался. И перед тем, как корни начали уже активно расти, я решила его пересадить. И дала ему вот такой большой объем. 12-й горшок дала, думаю, корней много. Начнет их выращивать. Вот здесь вот я думаю, не знаю, как это все будет. Понимаете, вот тут и не заглубишь сильно, потому что вот старые бульбы, вот они и так не очень прилично выглядят. Но оставила как есть. А этот немножечко вот так пересадила перевалкой. Ну, ростик растит симпатичный. Они у меня под искусственным освещением вот тут вот растут. Так, ну, сейчас я уберу, чтобы не мешали. Покажу вам вот эти два.
Так, вот такие уже огромные росты, девчонки и мальчишки у нас. Да, Жорка, очень огромные росты. Мы тут сидим в нашем саду катасетумном и рассматриваем. Смотрите, вот этот огромный рост растит вот эта красавица. Это Клавезия Amazing Grace. У нее бульбы вот такие небольшие, кругленькие. Вот эта бульба в прошлом году выросла, но не процвела. Не процвела. Я не знаю, как клавезии цветут уже с вызревших бульб или как. В общем, я... Жорчка, Жора, не надо кушать это ничего тут. Я, конечно же, все заглядывала, но я умом понимаю, что этого количества бульб недостаточно для того, чтобы цвести. И вот весной появился маленький ростик, и этот ростик пошел трансформироваться уже вот в такую красивую бульбу. Не злись, орхидеи, не потроши. На тебе Каринку, иди займись. В общем-то, растет у нас вот такой красивый рост. Я тут наблюдаю корневой рост, который уже, вот видите, уходит вглубь горшка прилично. И уже я нижним поливом их поливаю с удобрением. Так что вот такая красота. Красота, красота. Красота из катасетумом и клавезий. Из катасетумной группы. Ну и вот то, что я вам спешу показать, бо я не могу это объяснить, я не знаю, что это. Это катасетум. Некоторые явления я наблюдаю впервые на катасетумах, понимаете? И мне это все интересно. Это катасетум Orchid Glade. И, в общем-то, вот у него вот такая вот картина. С двух сторон у него вот такие, девчонки, образования появились. Я предполагаю, что это снизу рост, возможно, а это, возможно, может быть и цветоносы. Вы же понимаете, что катасетумы у меня недавно, поэтому вижу я это все впервой. У этого катасетума уже раз, два, три, четыре, уже вот пятая растет бульба. Вот эту он у меня вырастил. Вот так вот. И в этом году дал эту. И я смотрела. Да что тут происходит, вообще непонятно. Каринки туда. Эту, в общем-то, новую бульбу он весной показал. И я почитала, что, или видео посмотрела, в общем, я узнала, что катасетумы цветут с новых ростов. И я сначала вообще подумала, что это просто идет у него, ну, как бы, новый рост. Вот так вот отсюда. Но теперь я вижу, что нет, что это что-то другое. А что может быть другое? И вот этого тоже не было. Вот это я сейчас только что увидела, что еще и второй есть. В общем, замахнулся он, размахнулся на какие-то сумасшедшие дела. В общем-то, видимо, все ему нравится. Ага, вот и корни у него здесь уже внизу. Ну, ребят, не знаю, что из этого выйдет. Но я впервые наблюдаю вот такие вот явления на этой замечательной орхидее. Вот она у меня первая, кто показал вот такие интересные метаморфозы. Я так понимаю, что следующий полив надо будет произвести мне с добавлением монофосфата калия для роста. Так что вот так вот. Жорка побежал уже встречать с работы своего любимого хозяина. Это еще не все катасетумы. Вот еще один, тот, который мы с вами вместе пересаживали на канале. Это пиелатум. Пиелатум должен быть, по-моему, желтый. Но тоже не цвел. Приехал вот с двумя этими маленькими бульбочками. Они уже, видите, усыхают. Вот эта бульба сейчас скидывает уже желтые листья. Два я уже листа сняла с нее. Эту бульбу он нарастил за прошлый сезон. И в этом новом сезоне
Весна. Весна началась с того, что он выдал новый рост пиелатум. Вот такой вот рост. Надо его, конечно, начинать уже скоро кормить. Но я жду, пока он хорошенечко укоренится своими корешками. Будет ли он уже этот новый рост давать цветоносы? Ну, не знаю. Ему надо немножко наесться. Наесть, так сказать, массу. Так. Вот старые корни. Слушайте, а я вижу уже новый корень от нового роста. Он уже стремится сюда вниз. Видите краешек? Ага. В 24-м, да, году. 7 июня 24-го он приехал ко мне. Угу. И вот один рост, 1 год. Вот второй рост, 2-й год. Ну, в общем-то, вот так вот он выглядит на сегодняшний день. Эта бульба немножко похудала после пересадки, потому что я ж там обрезала половину корней. Ну ничего, вот жду, когда он скинет эти листья. Этот еще зеленый листочек. Ну вот здесь было 2 листика, один и там с той стороны второй. Они пожелтели, и вот еще кроющие еще не совсем высохли. Кто-то обрывает эти кроющие, кто-то оставляет. Есть мнение, что под ними могут быть вредители. Вот лист еще он не отдает. Видите, обычно вот я делаю так. Если я держусь за лист и он сам падает, ну, тогда да, я снимаю. Как бы он упал и все. Но пока еще не падает, держится. Эта старая бульба вряд ли будет цвести, потому что катасетумы, я так понимаю, цветут на новых ростах. Будет ли цвести это, поживем, увидим. Она должна приобрести немножечко объема. И этот именно катасетум у меня растет на естественном освещении на подоконнике. Есть еще один представитель катасетумной группы. Очень желанный. Я очень хотела его купить. Сейчас вам покажу, в каком он состоянии спустя год после покупки. А это вот моя Фред Кларкиара After Dark. Купила я ее на OLX. OLX, она тоже, кстати, видите, стоит у меня на естественном освещении. Приехала она у меня в том году вот с 2 этими бульбами. Вот эта бульба была растущая. Слушайте, она как-то сразу пожелтела, все листики. Да, странно. Вот этот по одному желтит, а это сразу пожелтело. Ну ладно. И у нее здесь у основания формируется новый рост. Так что вот эта черная орхидея катасетум пока еще растет. У нее должны быть большие бульбы. Ну вот, видите, вот новая бульба прошлого сезона, она по высоте вроде как уступает предыдущим бульбам, но она такая плотненькая. Плотненькая. Ну вот надо будет кормиться, чтобы нарастить новую красивую бульбу в этом сезоне. Очень жалуются девчата, что зацвести черную Фред Кларкиару, черную орхидею, очень тяжко. Так, а что, мы просохли сильно. Вижу, что сморщились эти бульбочки, но это вроде нормальное. Надо немножечко его подлить водички ему. Да? Хотя, может быть, и не надо этого делать, пока не появятся новые корешки у нового роста. Хотя они должны... Новый рост сейчас питается за счет вот этих вот. Ну, можно чуть-чуть сбрызнуть, так как здесь у меня сейчас сухо. Смотрите, 30%. Можно немножечко вниз водички дать ему, чтобы он чуть-чуть попил. И главное, нижний полив я использую для всех катасетумов и для клавезий. В общем, для катасетумной группы я использую нижний полив для того, чтобы не замокали, не портились бульбы. Не лью сюда сверху. Во-первых, и не засоляется, и
Я выбрала такой вариант посадки. У меня внизу мох. Вот тут лучше видно. Во всех горшках у меня внизу слой мха, а потом мелкая кора в перемешку с мхом, чипсами, и тут даже немножко серамис. В общем-то, и когда наливаю вниз, то нижний полив очень благотворно влияет на корнеобразование. Так что вот так. Я думаю, от того, что она как бы начала пересыхать, она начала сбрасывать свои листики. Состояние покоя, что ли, заходит. Но она, я бы могла сказать, что она еще не поняла, что у нее сейчас другой сезон, не весна, как у нас, но эта конкретная орхидея куплена из наших широт. Она как бы местная, поэтому я думаю, что она уже адаптирована к домашним условиям, и она знает, когда весна, когда осень, когда зима. Но я думаю, это из-за того, что я ее трошки просушила. Ну, новому ростику это не мешает наращивать свою массу. Когда появятся корни и хорошенечко зайдут в субстрат, вот как вот здесь, да, вот они потихонечку растут и заходят в субстрат, то я начну уже активно поливать, активно кормить. Сейчас это делать нельзя конкретно на этом катасетуме, потому что тут уже нечем испарять. Остались только бульбы, хотя они тоже якобы участвуют в фотосинтезе, но лучше не залить. Не залить. В общем, вот такой вот новый ростик идет у Флорет Кларкиары After Dark. Ребята, караул, мы уже не вмещаемся на полочку. Но здесь небольшое расстояние на посредине этого катасетума. Это же катасетум или кто это? Нет, это не катасетум. Это катасетумная группа. Но судя по бульбе, это клавезия. Я вам уже ее показывала. Но вот на сегодняшний день прошло уже время после съемок. И смотрите, они обзавелись новыми кашпо. Мои катасетумные. Кстати, я бы еще прикупила таких кашпо от фирмы Elif. Сейчас покажу вам, чем они мне понравились. Во-первых, они вот так, смотрите, как здорово, вот так вот друг друга вот так можно поставить. Вот смотрите, прям вот они как становятся в пазы, так скажем. Видите, как конструктор собираются, рядышком становятся. Во-вторых, у них тут такая система для 12-го горшка. Тут такие внутри ребрышка. Вот так раз, как фиксируются. Так раз, видите, засунул и зафиксировал. Потом поливаешь, там водичка остается. И вот и корни остаются как бы. Это для любых орхидей, для фаленопсисов в том числе. Есть доступ света. Слушайте, ну моя клавезия прям вообще, смотрите, какая огромная. Даже переплюнула мои катасетумы. Вот катасетум, который я вам показывала, начались у него ростовые процессы. Я это впервые вижу. Ну, я до сих пор не могу понять, росты это или цветонос. Вот это первый раз я в своей жизни вижу, если это цветение, то я вижу впервые. То есть как рост выходил, я уже знаю, как он выходит, как он растет, как он развивается. Ну вот здесь, например, вот такой уже рост. Не маленький, да? Есть маленький рост у меня. Вот такие. То бишь, это не похоже на рост. У ростика, видите, сразу листики разворачиваются. Ну, такой красавчик. Я этот не поливаю, пока корни не войдут в субстрат. Так, на приличную глубину. Но это 100%, скорее всего, да. Это, скорее всего, цветоносы. И я не передвигаю, ничего не делаю. Жду, пока вырастут. Скорее всего, может быть, даже все лето будут расти. Как долго растут у катасетумной группы цветонозы, я не знаю. Но, видите, вот с нового роста растут именно у катасетума. Вроде как у этой красоты, у клавезий, они растут уже вот с такого роста, вызревшего.
Но здесь пока ничего нет. Надеюсь, что это новая бульба. В общем, я уже ее не прячу туда. Но у меня уже... Так, а ну, малыш, давай ты сюда. Так. И такое ощущение, что у меня скоро здесь будет полочка с катасетумами. Там у меня еще парочка подъедет. Ну, башмачок здесь у меня еще, конечно, башмачок. С ними вместе тут растет, развивается. Надеюсь, ему хватит света под пальмой. Ну, короче говоря, у меня теперь прям здесь полочка с катасетумной группы. Девочки, ну действительно, вот это наблюдать, такие вот росты, очень быстро выгоняют они их. Ну, просто одно удовольствие. Потом надо будет сохранить это удовольствие, чтобы клещи раньше меня не нашли эту полочку. Так что вот так. И у меня еще пиелатум. Пиелатум и катасетум. Как он называется? Фред Кларкиадра. В другой локации стоят. Под естественным освещением. Только вот тигрину меня ничем не радует. Он, короче, так и стоит, но вот только начал желтеть листик. Не знаю. Может быть, уже сбросит листики. Я его сейчас как бы не поливаю. Пускай сбрасывает листики, отдыхает. Потом, может, начнет растить новый рост. Посмотрим. Ну, он малыш. Так, значит, здесь у меня сколько? Раз, два, три, четыре, пять. 5. И там 2. У меня 7 катасетумных, 7 представителей катасетумной группы. Получается так. 2 котлеи я вам показывала. Тут такая моя самая нижняя полочка у стеллажа. И тут такая вот красота. Даже не думала, что они под 18-ваттными лампами так попрут. Да еще и начнут цветоносы выдавать. Но я надеюсь, что это цветонос. Но явно не рост. Все это так интересно и занимательно. Друзья мои, прошло 10 дней после нашего обзора катасетумов. И что я вам хочу сказать? Я таки пересадила в больший объем Фред Кларкиару After Dark. Так как у нее начался новый рост, нового роста, и у нее появились уже корешки, которые углубляются в субстрат, я решила все-таки увеличить ей жилище. По-прежнему я ее не поливаю. В прошлый раз я слегка добавила ей водички, но когда пересаживала, смочила немножко слой мха. В общем, я жду. Видите, за 10 дней бульба подросла у нее. Я жду, когда корни полностью уйдут в субстрат. Я очень переживала, чтобы они не повредились во время пересадки. Они уже на тот момент были на новом ростике. И, в общем-то, я надеюсь, что после этой пересадки начнется активный рост. Но он и не прекращался. Корней и самой бульбы. Очень хотелось бы поскорее увидеть цветение этого прекрасного катасетума. Так, что же там наш пиелатум? Ну, ребята, я, конечно, тут размечталась, что я увижу какие-то там росты. Не какие-то, а самые настоящие росты. Но в тех местах, где были видны припухлости, которые я приняла за начинающийся рост цветоносов, вышли корни. Вот так. Так, тоже после пересадки красавчик. Мы с вами вместе переваливали его. У него здесь точно такая же посадочка, низ, живой мох. Он, конечно, в отличие от Фред Кларкиары, у меня уже активно поливается и удобряется. Видите, у него
Корни уже в самом низу. Ура, ура, ура. Вот этого корня внизу в самом я еще не ожидала увидеть. Но настолько быстрые процессы корнеобразования у новых бульбочек, что прям радостно-радостно. Мне последнее время, знаете, прям очень нравятся морковки. Да, они занимают немало места, но они очень забавные в своем росте и развитии. Может быть, потому что остальные орхидеи более инертные, как фаленопсисы, например, как башмаки. Эти растут очень быстро. А сейчас пойдем посмотрим на нашу полянку из катасетумов под искусственным освещением. Так, наш морковный сад растет, но пока не цветет. Мои любимые горшочки, девочки, нигде не могу их найти, ни в интернете, ни в торговых сетях. Я про вот эти кашпо влюблена. Я вам уже говорила об этом в начале этого видео. Влюблена. В общем, здесь все так же. Мы наедаем бульбу. Вот. Вырастили вот такую прическу. Красотуны. Наливаю туда водичку. Давайте посмотрим на корешки. Я обожаю это делать. У-ху-ху-ху, красота! Новые корни от нового роста. Это вау! Вот смотрите, они даже сюда уже вышли. Ну, вообще, воды нет. Но горшок очень тяжелый. Когда будем цвести, красотка? Когда-нибудь зацветем. Так, красота. Дальше. Ну, смотрите, самое интересное. Те два непонятных ростика. Боже, что там происходит? Которые у нас вышли. Ну, я таки надеюсь, что это все же цветоносы. Ну, я теперь даже уверена, что это цветоносы. Девочки, ну хотя по одному цветочку дал бы этот катасетум. Я просто жду с огромным нетерпением. Супер. Там, кстати, кто-то ползает. Какая-то живность. Какая-то живность. Но она видна невооруженным взглядом. Это подуры. Так как здесь, конечно же, очень-очень влажно. И тоже большое количество корней. Видите, внутри субстрата. Ой. Ну, не такое большое, как у этого представителя катасетумной группы. Здесь слегка поменьше. Вот что-то вот даже, видите, немножко они приостановили свой рост. Ну, вот это мне, конечно, очень-очень интересно наблюдать за этими цветоносами. Так, возвращаю в горшочек. Видите, как входит 12-й горшок и фиксируется. Прям вот крепко-крепко фиксируется. Так, здесь у нас, в принципе, рост растет новый. Растут корни, входят в субстрат. Ну, как бы ничего не меняется. Эти два странных маленьких ростика от этой старой бульбы, ну, как-то это выглядит так. Что там с корнями? Сейчас мы с вами глянем. Так. Ну, я тоже поливаю уже, ну, в меньшем количестве, чем предыдущие две, потому что здесь я не вижу еще такого явного корневого роста. Ну, рост ботвы, он присутствует. Ну, корни я тоже думаю там где-то ну, есть, конечно же. Ну, вот я вижу. Они еще не преодолели весь объем горшка. Еще их массово не видно у стенок горшка. Так, и, девочки, я таки решилась
Девочки и мальчики, я решилась пересадить, отделить часть, ту, которая висела в воздухе между этих двух бульб. Вот здесь место, сейчас я вам покажу, где это место. Вот место отрыва, я бы так сказала. Я выкрутила просто вот эту бульбу с ростом, открутила отсюда, потому что мне захотелось, чтобы на этой деленке как-то вот корневой рост шел в горшок. И я их посадила вот точно так же. Внизу мох, потом кора, отдельно от основного растения, от этих двух старых бульб. Я думаю, что вот этого выкормыша хватит для образования роста, для его, вернее, он уже образовался, для его выкармливания. Я очень надеюсь, пока не поливаю, когда увижу корни в самом низу, начну активно поливать. Но пока вот за несколько дней, это я сделала дня 3 назад, как отсоединила их, разъединила семью, я надеюсь, что не подвздуется вот эта вот кладовочка. Ну, даже если она немножко подвздуется, сморщится, ну, я надеюсь, что на рост, на новый, это никак не повлияет. Клависетум Джамбо Глори. В общем, осталось 2 такие бульбы. Я буду ждать, надеяться, что там есть меристема, которая даст новый рост, наверное, через время вот на этой старой деленке. Возможно, возможно, да, возможно, возможно, нет. Но я думаю, что должна эта деленка дать новый рост. Видите, бульба такая себе не сильно красивая, но не самый худший вариант. Мне так кажется. Что там такое лежит? По-моему, это кусочек от цветения, от цветущей хой. У нас же тут соседство хой и орхидей. И я посматриваю, конечно же, посмотрю, как будет этот вариант развиваться. Я посматриваю в сторону вот этого. Ой, сооружения. И, возможно, придется здесь тоже что-то сделать. Видите, как оно выросло. Ну, посмотрим. Посмотрим, пока вот этот вариант я пока не трогаю. Посмотрим. Кстати, здесь водичка есть. Я его потихонечку пою, потому что здесь уже корешки в самом низу. Вот так, друзья мои. Вот такие вот варианты пришли по уценке. Не самые лучшие, но думаю, что не самые прям безнадежные. Так что все, у нас уже вот 2 новых домика. Ну, а здесь, конечно же, просто вау-вау, чудеса чудесные. Ждем. Уже в этом видео, конечно, ребята, не буду вам показывать цветение, оно еще не состоялось. Мы в процессе наращивания цветоносов. Очень интересный процесс образования цветоносов и их роста у орхидеи катусетумной группы. И как вы видите, у катусетума росты начинают расти на невызревшей бульбе. Вот так вот это выглядит. Сколько будет бутонов, это уже история совершенно другого видео на нашем канале. Все, всем пока-пока. Спасибо, что вы были с нами. Напишите, есть ли у вас катусетумы или клавезии, или клависетумы, или цихнодисы. Кого я еще знаю? Цихнодис, мармодии. Ой, напишите, есть ли и сколько. Радует вас? Любите их аромат? Какие самые любимые? Пока-пока.